Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же день станет решающий? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ребят, мне сразу показывает, что вы в своей жизни пережили предательство. Скорее всего, это была измена. Это было такое разрушительное чувство для вас, что, знаете, как будто вот кусочек вас оторвали, да, грубо говоря. Но опять же мне показывает, что однозначно среди вас есть те, вот кого так и тянет в прошлое. Вот тянет, не можете вы ее забыть. Ну, посмотрите, вот несмотря на... Вот очень четко показано, несмотря на измены, несмотря на обман, на предательство, на ту боль, которую она причинила, вы все так же готовы с ней помириться, вы все так же готовы даже деньги зарабатывать, только бы ее любить, кружить, только бы она была счастлива. Напишите, ребят, кто из вас хочет помириться с бывшей. Я уже как-то опрашивала, да, но может быть еще у нас новые подписчики появились, да, гости канала. Вот кто из вас готов, даже не так, да, давайте немножко переформулируем. Кто из вас готов простить все бывшей? Вот кто? Я понимаю, что это будет небольшой процент, но кто не готов, вы тоже пишите, ребят. Вы знаете, что комментарии и активность на канале очень важна. Поэтому пишите, прощу или не прощу, да? Вот так будет, наверное, понятнее и проще. Вы человек вообще довольно любвеобильный. Очень чувственный, очень такой ранимый, несмотря на то, что вы мужчина. Для вас в отношениях важна взаимность, да, вот вы когда бываете вообще в отношениях, может быть даже кто-то сейчас в них живет, у нас общий расклад, не забывайте. Для вас важна взаимность и даже партнерские отношения, когда вы садитесь, договариваетесь, когда вы садитесь и обсуждаете какие-то дела, какие-то проблемы, да, вот вы любитель такого. Другое дело, что ваша женщина могла отказываться, могла увиливать от таких вот разговоров. А вы вот следуете, вот как советуют обычно психологи, да и я, в принципе, тоже вам советовала, что всегда нужно все обсуждать. Даже если какую-то важную покупку большую делать, вот крупную покупку, вы тоже всегда старались, либо же сейчас еще стараетесь, да, вот садиться и обсуждать. Вы очень такой человек семейный и стабильный. Некоторые моменты у нас с сигнификацией повторяются, да, вот кто меня смотрит, потому что, опять же, ребят, пусть вас это не удивляет, потому что меня большинство смотрят либо же подписчики, либо же люди, которые, может быть, даже не подписаны, но все равно на постоянной основе смотрят, поэтому какие-то моменты могут повторяться. Вы человек очень страстный, вот интим – это ваше все. И те, кто из вас сейчас находятся без женщин, да, однозначно, кто-то из вас находится вот в отшельниках, да, вот вы ушли в работу просто чтобы не чувствовать свое такое тотальное одиночество. Конечно же, вам хочется интима. Вы точно такой живой человек, тем более, что в этом плане вы ого-го, вы еще фуру дадите многим. И Бобик ваш, поверьте, совсем еще не сдох. Как бы вы там не возмущались и не писали, что уже все у меня там... Ну нет. Смотрите, вам некоторым нехватка интима такая довольно сильная идет. Я бы сказала даже, что для кого-то это может быть такой проблемный вопрос, потому что, ну, не все мужчины любят дружить с правой и левой рукой, да, мы взрослые люди, поэтому, вы знаете, я люблю где-то шутку преподать, но в каждой шутке есть доля правды, поэтому, ребят, я думаю, я никого не обижаю, да. Смотрите, могут проигрываться моменты, что действительно вот воздержание для кого-то очень-очень такое болезненное. Потому что лишь бы с кем вы не пойдете, с бывшей, допустим, женщиной, вы все в дрободан разругались, а если вы живете с женщиной, то тоже здесь проигрываются проблемы в отношениях и проблемы в интиме.
Я бы сказала, что вы-то найдете выход всегда, да, но вы не будете вот лезть в грязь. Вы не будете лезть в грязь, вы либо же все-таки подружитесь на какой-то период с рукой, да, либо же вы будете терпеть, пока не встретите достойную женщину, да, с которой будут нормальные, полноценные, интимные отношения, и ваш бобик будет визжать от счастья и работать 24/7. Так, что же еще мне о вас расскажут? Терпеть не можете вранья. В вашей жизни было и вранье как раз, да, вот оно все очень взаимосвязано, и вранье, и измена, да, предательство, это в принципе звенья одной цепи. Вы всегда, вот знаете, даже не только с женщинами, вы можете на работе, с знакомыми, там, с родственниками, с кем угодно. Вы можете всегда воевать, даже вот быть таким, ну, ярым, злостным противником, против вранья, против лицемерия, но вы этого хронически не выдерживаете. Вот вы просто не перевариваете какое-то вот лицемерие. Вы это очень быстро просекаете. В очередной раз вы у нас выпадаете в сигнификации императора. О чем это говорит? Что вы мужчина довольно сильный, возможно, даже довольно властный, да, любите держать все под контролем, а вы хозяин. Вот вы хозяин, когда у вас есть рядом любимая женщина, ну, за вами действительно можно быть как за каменной стеной. Другое дело, что вы просто очень сильно залюбливаете. Вы настолько, вот когда у вас была, либо же сейчас, вот есть женщина, вы настолько опекаете всех своих таких домочадцев, да, неважно, жена, там, дети, родители, вы настолько опекаете всех, что вы просто вот растворяетесь, порой забывая о себе. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Но все-таки я вот склоняюсь, да, вот, ну, чувствуя по энергетике, мне идет информация, что все-таки большинство из вас, ребят, сейчас вот в разводе. Вот сейчас вот я не вижу дамы вашего сердца. Напишите в комментариях, влюбились вы наконец или нет. Ну сколько же мне вас, когда же я вас всех переженю, а? Когда же вы у меня все влюбитесь уже? Давайте ближе к делу, ближе к телу. Какой же решающий день у вас должен настать, да? Семейный до мозга кости. Ну, что здесь можно сказать? Смотрите, ребят, сейчас вот пойдет речь о тех, кто, ну, реально вот пережили, ну, такой трэш, да, вот касательно личной жизни. Я сейчас буду говорить скорее о тех, ну, слушать меня могут все, я знаю, ребят, что вы любите и мой голос, большое вам спасибо, мне очень приятно. Поэтому можете слушать, смотреть, убаюкиваться, кто-то, может быть, заснет, да, если я для кого-то так, как «Спокойной ночи, малыши» когда-то было. Итак, смотрите, ну, скорее сейчас пойдет речь о тех, кто безумную боль пережил. Но я думаю, это большинство, да? Вряд ли кто-то из вас махнул рукой и сказал: слава Богу, свобода, дембель, да, избавился. Нет, вряд ли такие есть на канале, хотя, в принципе, всегда есть исключения. Смотрите, мне показано, что вот после той боли, которую вы пережили, на какой-то период вы вообще, может быть, разочаровались в женщинах, вообще как-то отстранились. Вы даже могли по-дружески не общаться с женщинами, да даже и с мужчинами, может быть, очень редко общались с друзьями, потому что было очень плохо. Кто-то сейчас может находиться в таком состоянии. Но несмотря на то, что вам было безумно плохо, да, вот вы все равно очень сильно верите в то, что когда-то у вас будет любовь. Я сейчас говорю не о тех, кто мечтает с бывшей помириться, ребят, нет, таких, я думаю, меньшинство. Но все-таки вот вы хотите по тузу кубков, да, вы хотите, может быть, когда-нибудь. Вот в таком плане. Вот все равно у меня появится женщина, и все равно у меня появится любовь и семья, ребят. Был такой период, да, однозначно.
Если сейчас кому-то из вас очень плохо, да, может быть, вы недавно разошлись, точно так. Глубоко в душе вы надеетесь, да, но в то же время вы не доверяете. Есть момент страха перед женщинами, есть момент страха перед серьезными отношениями, потому что всегда прошлый опыт дает о себе знать. Но для вас жизненно необходимо иметь вот именно вот эту самую королеву кубков. Для вас необходимо влюбиться. Вы не сможете просто создать отношения, тем более семью, если вы не полюбите новую женщину. А вы-то в них разочарованы, понимаете? То есть, ребят, я думаю, ну, понятно я говорю, да, у кого-то это в прошлом было, у кого-то сейчас такой момент проигрывается. Хочу любви, но не доверяю. Хочу любви, но все женщины там гулящие, корыстные там и так далее, да, у каждого свое. Но, знаете, такой момент, вот это вот недоверие, вот это такое замкнутое состояние, оно ведь не вечно. Оно не вечно, да. Какой-то период вы сопротивлялись. Какой-то период вы были в таком тотальном тупике. Кто-то сейчас может быть в тупике. Как жить, куда бежать, с кем строить отношения, да и вообще получится ли у меня их построить, да и вообще нужно ли мне это все, да. Вот многие из вас переваривали эти мысли, либо сейчас перевариваете. Но опять же, не бывает ничего вечного. У кого-то уже начался новый жизненный этап, да, и причем он начался в один прекрасный день. У кого-то начнется, да, кому сейчас плохо, ребят, я сейчас к вам обращаюсь. Если вам сейчас плохо, вот вы в таком тупике находитесь, ничего не хочу, ничего не буду, никого ни с кем не буду. В один прекрасный день вы проснулись и поняли, что так продолжаться больше не может. Напишите, ребят, в комментариях, у кого так проиграется. Ну, либо же проигралось уже, да? Вот знаете, как будто это, ну, реально, вот вы утром проснулись, да, я немножко утрирую, может быть, но вы все равно пытались себя вытягивать, вот вытягивать пытались, в один прекрасный день просыпаетесь, все, надоело, не хочу, не буду. Кто-то мог даже сознательно вот переключаться, ушли в работу, ушли в какое-то хобби и так далее. Да, было тяжело, да, было непросто. Это те, у кого уже это в прошлом. Поэтому, кому сейчас, ребят, непросто, я сейчас говорю вам, что это тоже будет не вечно. Вот такое состояние, вот такой тупик, вот такая тяжесть. Придет день, у каждого это будет свой день, конечно же. Здесь много факторов задействовано. И вы проснетесь и подумаете, да елки-палки, жизнь продолжается, да вокруг полно женщин. И вы пойдете дальше. Вы будете меньше переживать, вы будете обращать внимание на других женщин, кому-то даже захочется куда-то поехать, либо же переехать, вы будете полны решительности. Да, вот мне показывает, у вас период такой, да, период паузы от женщин был, либо же будет у кого-то. Напишите, ребят, вот был у вас такой период реально паузы. Вот это то, о чем я сейчас говорю. Когда вы закрылись, отстранились, не хочу, не буду, а потом как по щелчку, да? Кому-то могли еще друзья, может быть, родственники, вот, знаете, так потихонечку обрабатывать и говорить, ну ты посмотри, ты же еще молодой, да? Ну, даже если не особо молодой, ты еще полон сил, у тебя еще вся жизнь впереди, да, у тебя еще... Ну, то есть это такая тотальная поддержка, которая тоже вот потихонечку, но свое дело делала. Как говорится, даже вода камень точит, правда? Я вам скажу, что вот такие кардинальные перемены, они вас поменяли. Вот казалось бы, да, как по щелчку кто-то из вас вот как ожил, да? Точно так, как некоторые бросают вот вредные, вот эти все ваши волшебные палочки, вредные привычки. Кто-то любители, кто был рюмки стакана, да, рюмки чая, то есть, господи, я уже заговариваюсь.
Кто-то точно так могли бросить вот в одночасье, в один день, да. Это понятно, что это огромная сила воли. Но, ребят, не бывает ничего просто так. Вот этот период, он вам дал много каких-то моментов осознанности, да, много переосмысления. Вот вам нужен был этот период затишья, хоть он был и непростой, у кого-то сейчас он может продолжаться, да. Но тем не менее, вот вы как будто с новыми силами, да, вы проснулись как из спячки. Вот напишите, у кого проигрывается такой момент. Потому что, ну, это дорогого стоит, когда мужчина имеет, да, такую мощную силу воли и просто проснувшись утром, ну, даже не утром, пусть в обед, да, в один прекрасный момент, решает, все, больше как раньше не будет. Живу дальше, наслаждаюсь жизнью, жизнь прекрасна, хоть вам это далось и непросто. Вот напишите, ребят. И давайте посмотрим напоследок, да. Было непросто, но появилась женщина. Вот однозначно, у кого, смотрите, ребят, у кого это уже пройденный этап, да, то, что я рассказывала, вот такой период затишья, у вас появилась женщина, но я не говорю, что это были серьезные отношения. То есть вы начали обращать внимание на женщин. Кто-то начал переписываться, кто-то начал флиртовать, кто-то начал завязывать легкие отношения. Ну, то есть, смотрите, у кого как проиграется. Вы можете мне, кстати, даже написать, вот после вашего такого момента затишья, да, что у вас было. Либо это дружеское общение с женщинами, либо это легкий флирт был. Напишите, ребят, очень интересно, кстати, мне всегда вот узнавать вас как можно больше. Те, кто сейчас находится в таком вот состоянии, вы тоже, ребят, опять же, через некоторое время, вот когда придет тот самый один прекрасный день, и вы как будто от зимней спячки проснетесь, вы тоже начнете, кто-то переписку, кто-то начнет, может быть, со знакомыми, с коллегами флиртовать, кто-то начнет романить, да, у каждого это проиграется по-своему, но вы начнете оживать. Без женщин вы не будете в любом случае. И то, что, ребят, у кого-то из вас до сих пор, может быть, нет женщины, уже какой-то период, да, здесь еще может быть магия задействована. Вот здесь некоторым из вас нужно просто сделать диагностику и провериться на магию, потому что есть такой момент. Всегда добро пожаловать, это мы можем очень быстро и легко посмотреть. Поэтому вот такие дела, ребята. Один прекрасный день у кого-то уже настал, когда вы проснулись, да, как от зимней спячки и решили жить как с нуля, да, с чистого листа. У кого-то из вас он еще впереди. И я вам желаю поскорей окунуться, конечно же, в счастье, в любовь и в гармонию, чтобы вы получили все то, что вы хотите и что вы заслужили. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!